Линия — это пятизвездочный герой, владеющий луком и магией огня, точнее пиростихии. Он известен не только по своему родному Кур де ля Фонтейн, но и по всему Фонтейну как великолепный маг-иллюзионист. Его выступления в оперном театре Эпиклес собирают полные залы, а магия, которую он творит на сцене, заставляет зрителей ахнуть от удивления. Но Лини — это не просто артист, он также надежный старший брат и искренний друг, особенно для своей младшей сестры Линет, с которой он выступает вместе. Сироты с детства, они были вынуждены учиться выживать и защищать друг друга, что делало их неразлучными не только в жизни, но и на сцене. Сегодня я поделюсь с вами, как можно максимально раскрыть потенциал Лини в игре. Какие артефакты и оружие выбрать, чтобы его персонаж был не только завораживающим, но и максимально эффективным в бою. Приготовьтесь, ведь мы собираемся погрузиться в мир магии и мастерства. Отлично, теперь давайте разберем подробнее преимущества и недостатки Лини, чтобы вы могли максимально эффективно использовать этого персонажа в своих приключениях по миру Genshin Impact. Преимущества Лини. Дальний бой. Благодаря своему луку Лини может атаковать противников на расстоянии, что делает его отличным выбором для борьбы с летающими врагами, такими как призраки. Это позволяет ему держаться на безопасном расстоянии и эффективно наносить урон. Пассивный навык «Заключительные овации». Этот навык усиливает урон Лини против врагов, находящихся под воздействием пира статуса, и предоставляет дополнительный бонус к урону за каждого союзника огненной стихии в команде. Заряженная атака. У Лини есть два уровня заряженной атаки. При достижении второго уровня он создает шляпу хохочущего кота, которая привлекает на себя внимание врагов, позволяя Лини наносить дополнительный урон. Навигация и сбор. Лини помогает облегчить сбор диковинок Фонтейна, подсвечивая их на мини-карте, что делает процесс прокачки более быстрым и приятным. Восстановление здоровья. Несмотря на потерю ХП при использовании стрелы реквизита, Лини может самостоятельно восстанавливать свое здоровье. Недостатки Лини. Уязвимость при заряженных выстрелах. Из-за необходимости заряжать выстрелы, Лини становится уязвимым к прерыванию атак, что делает желательным наличие щита в команде. Пассивный навык и элементальные реакции. Заключительные овации могут работать нестабильно, если в команде есть персонажи Гидра или Крио, так как они снимают пиростатус с врагов. Неэффективность против боссов. Шляпа хохочущий кот не работает против боссов, и в целом отвлекающие способности Лини не так эффективны для поддержания выживаемости. Специализация на одной стихии. Лини наиболее эффективен в командах с одним элементом, что может стать проблемой против врагов с высоким сопротивлением или щитами пира. Итак, давайте обсудим оптимальные характеристики экипировки для Лини, чтобы вы могли настроить его как наиболее эффективного персонажа в вашей команде. Основные аспекты снаряжения Лини. Сила атакой. Лини должен иметь минимум 1600 единиц силы атаки, чтобы максимально использовать свой потенциал дамагера. Это основной показатель, который напрямую влияет на весь урон, который он наносит. Критический удар. Идеальное соотношение шанса критического удара и критического урона для Лини 1 к 2, где целевые показатели составляют около 60% для критического шанса и 120% для критического урона. Это позволяет Лини наносить значительно больше урона при критическом попадании. Восстановление энергии. В зависимости от наличия в команде других пиро-персонажей, Лини потребуется от 120% до 140% восстановления энергии. Это обеспечит ему возможность чаще использовать свои умения. Мастерство стихий. Если Лини используется в команде с акцентом на элементальные реакции, то ему необходимо иметь не менее 150 единиц мастерства стихий. Это усилит эффект от реакции типа пар, таяние и горение. Здоровье. Поскольку Лини теряет ХП при использовании некоторых своих навыков, но исцеляется на процент от своего максимального ХП, наличие умеренного количества ХП может быть полезным. Лучше искать в субстатах. Это позволит ему более эффективно восстанавливаться. Теперь, когда мы рассмотрели основные характеристики экипировки, давайте подробно остановимся на оружии для Лини, чтобы вы могли выбрать самый подходящий вариант, учитывая ваш стиль игры и доступные ресурсы. Лучшее оружие для Лини — Моно Пира. Первый великий фокус. Это сигнатурное оружие Лини.
Идеально подходит для него, так как увеличивает урон заряженных выстрелов и обеспечивает высокий прирост к критическому урону, силе атаки и скорости передвижения. Используйте его в моно-пиро-командах для максимальной эффективности. Аква-симулякрум. Лук с высоким критическим уроном и увеличением хп, что полезно для линий из-за его способности самоисцеляться. Важно удерживать дистанцию, чтобы максимизировать эффективность пассивного эффекта. Громовой пульс. Хороший выбор, предлагающий увеличение сил атаки и критического урона, но может быть не лучшим из-за специфического аффикса. Небесное крыло. Отличная альтернатива другим лукам, предлагает высокую базовую атаку и компенсацию избытка критического шанса через пассивные усиления. Полярная звезда. Предлагает усиление на элементальный урон и ультимейт. Идеально подходит для комбинаций с элементальными реакциями. Лук Амос. Оптимальный выбор из стандартного баннера. Увеличивает урон заряженной атаки в зависимости от времени полета стрелы, что может быть выгодно в некоторых сценариях. Наследник Спящего Солнца. Лук из боевого пропуска. Представляет высокий бонус к урону заряженного выстрела против одиночной цели. Дальномер. Лук с сильной пассивкой, который увеличивает атаку и бонус элементального урона. Идеален для поддержания высокой эффективности в бою. Прототип Полумесяц. Free-to-play. Крафтовый лук предлагает огромное увеличение силы атаки, особенно эффективен при попадании в слабые места врагов. Мелодия Покоя. Free-to-play. Еще один доступный лук, удобен благодаря своей пассивке и синергии с возможностями самоисцеления линии. Через реакции, такие как пары и таяние, требуется оружие, способствующее усилению этих реакций. Рассмотрим дополнительные варианты оружия, которые подойдут для такого стиля игры. Охотничья тропа. Этот лук предлагает высокий прирост к критическому шансу и элементальному урону, а также увеличивает урон заряженных атак. Использование короны на критический урон поможет сбалансировать характеристики и увеличить общий ДПС. Клюв Ибиса. Free-to-play. Это отличный выбор для реакции пары и таяния, увеличивая силу атаки и мастерство стихии до 160 единиц при двух стаках на уровне R5. Основное преимущество – легкость в получении максимальных бафов из-за частого использования заряженных атак. Однако стоит отметить, что оружие было доступно лишь на ограниченное время, и в настоящее время его получить сложно. Бесструнный. Универсальный вариант, увеличивающий мастерство стихий, что полезно для усиления эффекта элементальных реакций. Оружие также увеличивает урон от элементального урона и ульты, что делает его полезным, несмотря на то, что это не основной метод нанесения урона. Приближенный короля. Free-to-play. Это крафтовый лук из сумеров, который увеличивает силу атаки и мастерство стихии при использовании элементального навыка или ульты, позволяя наносить дополнительный урон в зависимости от показателя силы атаки. Все бонусы активируются легко и могут быть максимизированы благодаря бесплатному пробуждению оружия. Ода Анимонии. Free-to-play. Представляет повышение мастерства стихий и силы атаки, хотя в настоящее время это оружие недоступно для получения. Его пассивные эффекты активируются автоматически во время ротации, что делает его очень удобным для использования. Эти варианты оружия позволят линии максимально использовать его потенциал в реакциях пары таяния, усиливая его роль как эффективного дамагера в команде. Выбор оружия зависит от вашего стиля игры и состава команды, так что экспериментируйте с разными вариантами, чтобы найти наиболее подходящий. Для выбора артефактов для линии важно учитывать роль, которую он выполняет в команде, и тип урона, на который вы хотите сделать акцент. Вот основные рекомендации по артефактам для разных билдов линий. Охотник Сумрачного Двора. Этот сет идеален для усиления заряженных атак линии. Он не только увеличит урон от заряженных атак, но и представляет значительное увеличение критического шанса. С этим сетом можно достичь очень высокого уровня критического урона и шанса, что особенно важно для билда, ориентированного на максимизацию ДПС. Ступающий по лаве. Хороший выбор для усиления пироурона, особенно если сосредоточиться на заряженных атаках и пассивном таланте линии. Этот набор подойдет на начальных этапах или если статы на артефактах более подходящие по сравнению с другими сетами. Странствующий ансамбль. Подходит как для традиционного использования заряженных атак, так и для игры через реакции. Бонус в две части увеличивает мастерство стихий, что усиливает реакции пар, таяния и горения, а полный бонус комплекта увеличит урон от заряженных атак. Горящая алая ведьма.
Лучший выбор для сборки через реакции, если линии используются как основной генератор элементальных реакций. Этот сет значительно увеличивает урон от пиро-реакций, делая его особенно эффективным в комбинации с персонажами, вызывающими другие элементы. Отлично. Давайте подробно обсудим, как максимально эффективно использовать линии в бою. Линии — это персонаж, ориентированный на нанесение высокого урона. Его главная сила заключается в умении правильно комбинировать способности. Геймплей и ротации для линий. Линии действуют как основной дамагер, что означает, что большую часть времени он должен находиться на поле боя. Важно грамотно использовать навыки поддержки для защиты, исцеления или усиления линий, а также умело применять его способности для максимизации урона. Подготовка к ротации. Активация поддержки. Начните с активации способностей поддерживающих персонажей. Это могут быть навыки, создающие щиты, лечение или бафы, повышающие урон. Эти действия должны происходить вне поля боя, чтобы не отвлекать линии от атаки. Основная ротация линий. Заряженные атаки и хохочущий каташляп. Переключитесь на линии и выпустите заряженную атаку второго уровня для вызова хохочущего каташляпа. Это привлечет внимание врагов и даст вам возможность совершить еще 2-3 заряженные атаки, пока враги отвлечены. Взрыв стихий. Используйте взрыв стихий, чтобы превратиться в хохочущего каташляпа. Это не только дает дополнительный уровень избыточного реквизита, но и вызывает второго хохочущего каташляпа на уровне C1. Подойдите поближе к врагам и нанесите им огненный урон. Активация элементального навыка. После нанесения урона в форме кота активируйте элементальный навык. Это позволит снять все накопленные уровни избыточного реквизита, нанести повышенный пироурон по области и вызвать еще одну шляпу, увеличивая ваш ДПС. Дополнительные заряженные атаки. Если после третьего шага у вас не накопилось достаточно энергии для повторного использования взрыва стихий, продолжайте выполнять заряженные атаки до момента его восстановления. Завершение ротации. Использование элементального навыка. По завершению цикла заряженных атак активируйте элементальный навык, чтобы максимально использовать накопленный уровень избыточного реквизита и нанесите значительный урон.